Глава 2446. Изменения в человеческой расе. Только спустя долгое время старейшина Цзинь пришел в себя, и на его лице появилась кривая улыбка, когда он сказал: «Я не думал, что ты сразу съешь плод Даа, товарищ даосист Хань». Самым безопасным способом справиться с таким необычным фруктом, естественно, было бы употребить его как можно скорее. В противном случае это только навлекло бы неприятности, сказал Хань Ли с улыбкой. В конце концов, это, очевидно, зависит от тебя. Кстати, эффект огромного плода духовного Даа может быть увеличен, если вы употребите вместе с ним несколько других видов духовных предметов, сказал старейшина Цзинь. 10 тысяч лет огромного телосложения духа Даа должно быть достаточно для моего развития. Если я не смогу совершить существенный прорыв за это время, то продление не принесет мне большой пользы. В любом случае, ваша истинная раса драконов оказала мне огромную услугу, и я обязательно отплачу вам в будущем. Есть еще несколько человек, которые почти здесь, так что я сейчас уйду. Хань Ли сложил кулак в прощальном салюте, а затем улетел полосой лазурного света, исчезнув в далеком небе всего через несколько вспышек. Как и следовало ожидать от того, кто убил истинного бессмертного. Если он сможет подняться в царство истинных бессмертных, он определенно вызовет там настоящий переполох, похвалил старейшина Фэн. Сначала он действительно должен будет подняться, сказал старейшина Цзинь со странным выражением в глазах. Что ты хочешь этим сказать? С его нынешней силой, конечно, у него был бы очень хороший шанс на успех, чтобы превзойти свое вознесение теперь, когда он съел огромный плод духовного Даа, сказала женщина-старейшина в зеленом. Другие старейшины тоже были несколько сбиты с толку, услышав это. Вместо прямого ответа старейшина Цзинь погладил своего собственного медведя и спросил: «Что вы все думаете о его духовном чувстве?» «Это очень мощно, возможно, одно из самых могущественных среди всех существ, участвующих в этом съезде плодов Даа», ответил старейшина Фэн. Это еще мягко сказано. Если я не ошибаюсь, он проявил лишь малую часть своего духовного чувства в полной мере, сказал старейшина Цзинь. Как это возможно? Разве это не означало бы, что даже наше духовное чувство не могло бы сравниться с его? Может быть, вы уже проверили это, используя ту секретную технику? Немедленно воскликнул кто-то. Конечно, я бы не стал выдвигать такие претензии без каких-либо оснований. Чем сильнее духовное чувство человека, тем больше пользы это принесет для его шансов на успешное вознесение, но его духовное чувство слишком сильно, настолько, что оно превышает верхний предел того, с чем могут справиться живые существа в нижних мирах. Моя врожденная секретная техника говорит мне, что, несмотря на его мощное духовное чутье, ее основа чрезвычайно шатка, и если он не сможет найти способ исправить это, он, скорее всего, даже не сможет пережить еще несколько столетий, объяснил старейшина Цзинь. Как такое может быть? Интересно, знает ли он об этом сам? Даже если это не так, он почувствует это достаточно скоро, но к тому времени, скорее всего, будет уже слишком поздно. Это правда. Вопросы, касающиеся духовного чувства, всегда являются самыми трудными для решения, поэтому мы не можем по-настоящему помочь ему. В противном случае старейшина Цзинь открыл бы ему это раньше. Как раз когда старейшины обсуждали это откровение, в далеком небе внезапно появилась полоска белого света, прежде чем приблизиться к платформе, где было обнаружено, что это красивый молодой человек в белом одеянии с золотой короной на голове. Он сложил кулак в приветствии и сказал: «Сюань-Юань Цзе из расы Сюань-Юань выражает свое почтение собратьям даосам из расы истинных драконов». «А, ты принадлежишь к древней расе Сюань-Юань». Все старейшины были ошеломлены, услышав это, и они сразу же сосредоточили свое внимание на молодом человеке, быстро забыв о теме разговора, окружавшей Хань Ли. Год спустя Хань Ли вернулся в Бескрайнее море, и после краткого воссоединения с Нангун Ван и другими, он отдал ряд приказов всем во Дворце Лазурного Происхождения, прежде чем уединиться в своей секретной комнате. Это, казалось, был чрезвычайно важный период уединения, и он растянулся на непрерывный период в 200 лет. За это время человеческая раса претерпела удивительную трансформацию. Через несколько лет после того, как Хань Ли ушел в уединение, ледяная душа феи вернулась к человеческой расе как существо великой стадии Вознесения, вызвав массовый переполох среди всех соседних рас. Сразу же после этого лесное племя и многие другие более слабые расы, близкие к человеческой расе, охотно поклялись подчиниться человеческой расе одна за другой. После этого соседние расы, которые были в плохих отношениях с человеческой расой, покинули свою территорию и вошли в первобытный мир, массово мигрируя куда-то еще на континенте. Человеческая раса, естественно, захватила всю эту пустующую территорию. В то же время, многие иностранные расы по всему континенту Тянь-Юань выражали желание поддерживать дружеские отношения с человеческой расой, и были даже некоторые расы, такие как раса летающих духов, которые заявили, что они готовы заключить союзы с человеческой расой. Таким образом, за короткий промежуток времени, менее чем за столетие, человеческая раса прочно оказалась в центре внимания.
В этот период некоторые искусства культивирования и секретные техники чрезвычайно высокого уровня начали распространяться внутри человеческой расы, наряду со многими сокровищами, которые почти нигде больше не могли быть найдены. В результате многие высококлассные культиваторы-люди, застрявшие в узких местах, добились прорывов за чрезвычайно короткий промежуток времени, и среди юниоров с исключительными способностями возникла острая конкуренция. Раса демонов не подверглась столь радикальной трансформации, но она также значительно выиграла от восстания человеческой расы. Раса демонов заняла территорию, которой пренебрегала человеческая раса, тем самым расширив свою территорию примерно вдвое. Некоторые из новых искусств культивирования, секретных техник, таблеток и сокровищ, появившихся в человеческой расе, также распространились на расу демонов, принося ей огромную пользу. Если бы кто-то тщательно исследовал все это, он обнаружил бы, что все эти вещи произошли из одного и того же места. Все возникло в районе рядом с дворцом лазурного происхождения, прежде чем каким-то образом распространиться на другие районы и ускорить рост двух рас в совершенно нелепой степени. Прошло еще 200 лет, и в этот день группа дьявольских охранников патрулировала в воздухе на небольшой высоте на нескольких черных экипажах, запряженных зверями, над первоначальным запечатанным местом в царстве старшего дьявола. Как только группа патрулирующих охранников оказалась далеко, Хань Ли появился из ниоткуда посреди всплеска пространственных колебаний. Он бросил взгляд на охранников вдалеке, затем обратил свое внимание глубже на первоначальное запечатанное место. Я не думал, что техника очищения духа будет настолько сложной, что даже Мо Гуан и Хо Сюзи ничего не смогут с этим поделать. Жаль, что мне удалось собрать лишь небольшую часть воспоминаний этого бессмертного. В противном случае мне не пришлось бы совершать это путешествие, пробормотал себе под нос Хань Ли, снова растворяясь в воздухе. Через день он снова появился в уединенном месте в пределах первоначального запечатанного участка. Недалеко впереди был алый алтарь, на котором стояла черная чаша с 8 лазурными медными колоннами вокруг нее. Когда Хань Ли приблизился к алтарю, из чаши раздался мужской голос. «Значит, ты все-таки пришел, товарищ Даос Хань. На данный момент я уверен, что у вас больше нет никаких подозрений по поводу опасности техники очищения духа». Действительно, проведя 200 лет в уединении, Хань Ли наконец обнаружил основные проблемы в своем духовном смысле, тем самым вынудив его снова отправиться в царство старшего дьявола. «Наше соглашение все еще в силе, старший?» — спросил Хань Ли. «Конечно, я бы не отказался от своего слова», — без колебаний ответил мужской голос. Выражение лица Хань Ли немного смягчилось, услышав это, и он сказал: «В таком случае я согласен на ваши условия. Пожалуйста, скажите мне, как развить третью стадию техники очищения духа». «Ха-ха, ты принял мудрое решение, товарищ Даос Хань. Только владев третьей ступенью, ты выиграешь достаточно времени, чтобы подняться в истинное царство бессмертных», — сказал мужской голос в приподнятой манере. Сразу же после этого из черной чаши вылетела полоска белого света, прежде чем в мгновение эка достичь Хань Ли. Это был нефритовый талисман размером с ладонь с бесчисленными золотыми и серебряными рунами, выгравированными на его поверхности, а также пятнышками пятицветного света, вспыхивающими вокруг него. Это талисман, который может напрямую связаться с истинным царством бессмертных, способ его активации. Полдня спустя полоска лазурного света вылетела из озера в центре первоначального запечатанного зрелища, а затем улетела в определенном направлении. В лазурном свете Хань Ли сцепил руки за спиной с задумчивым выражением на лице. 300 лет спустя Бай Гаэр находилась в определенном зале дворца лазурного происхождения, с почтительным докладом обращаясь к сидящему Хань Ли. В заключении своего доклада она слегка поклонилась, прежде чем призвать белый браслет для хранения, который она предложила Хань Ли обеими руками. «Молодец, Гаэр. Вы не только значительно продвинулись в своем совершенствовании во время своего путешествия, вы также отследили большое количество огромных камней Ин, намного больше, чем я ожидал», — сказал Хань Ли с довольной улыбкой, осмотрев содержимое браслета-хранилища своим духовным чувством. Глава 2447. Возвращение в мир людей. Я обнаружил чрезвычайно уединенную глубокую нефритовую шахту во время путешествия по западному региону континента Грома, и в центре этой шахты я нашел весь этот огромный камень Инь, почтительно ответила Бай Гаэр. Я понимаю. В любом случае, если бы вы не развили свое тело ледяной сущности до такого уровня, вы, скорее всего, не смогли бы ощутить эти огромные камни Инь. «Сейчас ты можешь идти, я обязательно щедро вознагражу тебя за это позже», — сказал Хань Ли с теплым выражением лица. «Да, мастер», — Бай Гаэр еще раз покорно отдала честь, прежде чем покинуть зал. После ее ухода на лице Хань Ли появилось задумчивое выражение. Наконец-то у него были материалы, необходимые для очистки огромной ледниковой горы души Инь, и как только он это сделает, ему нужно будет только найти материалы для еще одной экстремальной горы, чтобы завершить набор. И его это не беспокоило, так как он был свидетелем света сущности Великого Севера в долине падения дьявола в человеческом мире, так что, скорее всего, он сможет легко найти кристаллы сущности Великого Севера там.
Однако на его нынешней базе культивирования у него не было возможности лично спуститься в человеческий мир. В противном случае власть над королевством стала бы для него огромной головной болью. Таким образом, ему пришлось бы использовать тарелку, бросающую вызов звездам, и заплатить очень высокую цену, чтобы отправить частицу своей души обратно в человеческий мир. Фрагмент души, который он лелеял в лампе души происхождения все это время, наконец-то пригодится. При мысли о возвращении в человеческий мир ему сразу же пришли в голову такие места, как секта Семи Тайн, Долина Желтого Клена и секта Облачного Дождя. В то же время он не мог не вспомнить своих родителей, младшую сестру, Лифею, монарха расхождения душ и других людей из того далекого периода его жизни. Несколько месяцев спустя в секретной комнате Дворца Лазурного Происхождения раздался оглушительный грохот. В центре секретной комнаты находился гигантский малиновый котел, внутри которого находилась небольшая снежно-белая гора, вокруг которой горели бесчисленные серебряные языки пламени. Как только гора вышла из котла, она сразу же резко увеличилась в размерах, и на ее поверхности появилась серия белых рун, когда она выпустила взрыв белой ледяной ци. Огромные горы ледниковой души Ин наконец-то завершены. Все, что осталось сейчас, это гора великой сущности Севера, пробормотал Ханли себе под нос, сидя в углу секретной комнаты. Год спустя несколько мужчин угрожающего вида столпились вокруг костра, поджаривая маленького зверька и громко разговаривая друг с другом. Они стояли на уединенной тропинке на границе Великой Цзинь, и хотя их одежда была намного хуже изношенной, у всех них было окровавленное оружие, лежащее рядом с ними. В углу у огня лежал на земле тщедушный мужчина. Это был мужчина в синей мантии, которому на вид было всего 22 года, и его лицо было очень бледным. Его глаза были плотно закрыты, а тело было связано толстой веревкой. Был также деревянный прут, заостренный с обоих концов, обвязанный вокруг его рта, и кровь непрерывно текла из уголков его губ. Казалось, что он был на грани смерти. Однако группа мужчин не обратила на него никакого внимания и продолжала шумно разговаривать друг с другом. Через некоторое время один из мужчин вдруг сказал: «Этот ублюдок уже должен быть мертв, верно? Кто-нибудь, сходите посмотрите». Хе-хе, подумать только, что слабый ученый осмелится вмешиваться в наше дело. У него должно быть желание умереть. Я пойду посмотрю. Он уже довольно давно не двигается, так что он должен быть почти мертв. Если нет, я отправлю его восвояси, сказал другой мужчина с холодным выражением лица, поднимая свое оружие. Как хочешь, но сделай это быстро. Завтра мы должны покинуть этот район. В настоящее время весь мир находится в смятении. Зарабатывать на жизнь будет нелегко, беззаботно сказал первый мужчина. На лице второго мужчины появилась холодная улыбка, и он направился к мужчине в синей мантии с оружием в руке, прежде чем нанести ему жестокий удар. Человек в синем отлетел на несколько футов, прежде чем приземлиться на спину, но он оставался совершенно неподвижным, и кровь в уголках его губ начала застывать. Он мертв. Везучий ублюдок, ты избавил себя от некоторых пыток, это точно. Второй мужчина сплюнул на землю, прежде чем повернуться и вернуться к огню. Прямо в этот момент налетел порыв серого ветра, и раздался взрыв зловещего кудахтания. Фантастика. Я не думал, что встречу такую исключительную добычу в таком уединенном месте. Как только я высосу ваши души, это мое сокровище, наконец, будет успешно очищено. Это тот демонический культиватор, который сеет хаос в этом районе. Беги. Воскликнул один из мужчин, когда выражение его лица резко изменилось, и он даже не осмелился схватиться за оружие, прежде чем сбежать с места происшествия. Все остальные тоже бросились в рассыпную и в ужасе бросились бежать, спасая свои жизни. Таким образом, человек в синем был единственным, кто остался у костра. Кудахтанье продолжалось, и внезапно несколько вспышек черной ци выстрелили в разные стороны. Несколько мгновений спустя с тех сторон раздалась череда леденящих кровь криков. Затем кудахтанье резко прекратилось, и вся задняя ци сошлась над огнем, прежде чем превратиться в даосского жреца в черном одеянии. У даосского священника была пара маленьких глаз, которые придавали ему зловещий вид, и он держал серый хрустальный шар с восторженным выражением лица. Души этих людей содержат огромное количество зловещей ци. Они, должно быть, убили много людей за свою жизнь. Эти души являются исключительными для очищения этого сокровища. Там есть еще кое-кто, чья душа еще не рассеялась, я пойду вперед и тоже приму это. Намек на удивление появился на лице даосского священника, когда он заметил человека в синем одеянии на земле, и он выпустил поток черной ци из хрустального шара, который устремился прямо к человеку в синем одеянии. Бум! В то мгновение, когда черная ци вошла в контакт с человеком в синей мантии, она резко взорвалась, подняв мощные ударные волны, которые заставили даосского жреца броситься назад в отступление. «Кто там? Выходи прямо сейчас!» Встревоженно воскликнул даосский священник, затем немедленно выпустил несколько талисманов, чтобы сформировать несколько световых барьеров вокруг себя, осматривая свое окружение с настороженным выражением лица.
Судя по твоей ауре, похоже, что ты используешь искусство культивирования дьявольского да самого низкого калибра. Внезапно поблизости раздался мужской голос. «Кто там?» — спросил я. Даосский священник поспешно бросил взгляд в ту сторону, откуда донесся голос, только чтобы быть полностью ошеломленным тем, что он увидел. Человек в синем сел с безразличным выражением лица, веревка вокруг его тела и деревянная палка во рту исчезли. «Кто ты такой? Ты пришел сюда за мной?» Настороженно спросил даосский священник, когда бесчисленные мысли промелькнули в его голове в одно мгновение. «Я пришел сюда ради тебя. Хе-хе, ты слишком высокого мнения о себе. Никто во всем этом человеческом мире не настолько важен, чтобы заслужить мой визит», — сказал человек в синем, и на его лице появился намек на насмешку. «Человеческий мир? Может быть, ты. У меня нет времени тратить время на разговоры с таким младшим, как ты». Мужчина в синем резко оборвал даосского священника с холодным взглядом в глазах, затем открыл рот, чтобы выпустить лазурную нить. Световые барьеры вокруг тела даосского жреца были мгновенно разрушены, и в его глобелле образовалась дыра толщиной с палец, после чего он рухнул на землю, не успев издать ни единого звука. Человек в синем одеянии махнул рукой, чтобы подтащить к себе тело даосского священника, прежде чем положить руку на голову даосского священника. Синий свет вспыхнул в его глазах, когда полупрозрачная нить вылетела из его глобеллы, прежде чем в мгновение ика исчезнуть в голове даосского священника. Мгновение спустя он отпустил даосского жреца, и его тело снова рухнуло на землю. Итак, вся Великая Цзинь в настоящее время находится в разгаре крупной войны. Как интересно. На этот раз это не имеет ко мне никакого отношения, но, похоже, человеческий мир снова в полном смятении. Жаль, что этот человек только на стадии создания фонда и многого не знает. Интересно, как обстоят дела в райском южном регионе, пробормотал себе под нос человек в синем, неторопливо поднимаясь на ноги. Он был одержим частицей души Ханьли, которая спустилась в мир людей. Фрагмент души был только наполнен магической силой нарождающейся стадии души, но это уже давало ему почти непобедимость в человеческом мире. Хань Ли осмотрел свою грязную одежду, затем поднял руку, чтобы коснуться собственного лица, и его брови слегка нахмурились. Внезапно он сделал печать рукой, и слой лазурного света хлынул на его тело, после чего он превратился в обычного на вид молодого человека в лазурном одеянии. После этого он поднялся в воздух и улетел в виде полоски лазурного света. За пределами некоего гигантского города в Великой Цзинь миллионы солдат изо всех сил карабкались по высоким лестницам, пытаясь добраться до вершины городской стены. В ответ солдаты противника на городской стене ответили стрелами и копьями, чтобы держать врагов на расстоянии, и вся битва превратилась в массовую кровавую баню. Глава 2448. Состояние человеческого мира. Там также было несколько сотен культиваторов, сражающихся на высоте десятков тысяч футов, и с одной стороны было огромное пространство зловещей Ци, внутри которого было бесчисленное множество призрачных теней, в то время как с другой стороны было создано несколько небольших формирований, и все виды сокровищ высвобождали свои силы. Самыми могущественными существами среди этих культиваторов была пара культиваторов формирования ядра, в то время как остальные в основном находились на стадии создания фундамента. Как и ожидалось, эти секты сыграли важную роль в беспорядках Великого Цзинь. Независимо от того, кто посмеется последним, похоже, что императорская семья Великого Цзиня вот-вот будет свергнута с престола, вздохнул Хань Ли, глядя на белое облако в небе. Все его переживания в Великой Цзинь были все еще так же ясны в памяти, как если бы они произошли вчера, но на самом деле большинство его знакомых и даже многие секты, с которыми он был знаком, скорее всего, к настоящему времени прекратили свое существование. Эта битва, естественно, не представляла особого интереса для Хань Ли, и, задержавшись поблизости еще ненадолго, он сделал ручную печать и исчез на месте. В пределах запретной зоны в южном регионе Великой Цзинь группа земледельцев, одетых в одежду различных сект, регулярно патрулировали гигантскую черную гору, которая простиралась до самых облаков. Здесь было установлено чрезвычайно мощное ограничение на полеты, поэтому, кроме самых могущественных существ на стадии зарождения души в этом царстве, никто не сможет добраться до горы воздушным путем. Много лет назад эта гора была центром обширного конфликта, и даже многие первоклассные земледельцы погибли на ней. В конце концов, он был запечатан и охранялся несколькими крупными сектами вплоть до сегодняшнего дня. В этот момент большая часть сокровищ на горе уже исчезла, так что никакие высокосортные существа больше не интересовались ею. Таким образом, несмотря на то, что гора, казалось, чрезвычайно тщательно охранялась, все охранники просто выполняли свои обязанности и не относились к своим обязанностям серьезно. Внезапно слабая тень в мгновение Эйка исчезла в Черной горе, полностью обойдя ограничения и охрану. Примерно через час Хань Ли появился на высоте более 1000 футов над вершиной горы, и благодаря своему огромному духовному чутью он смог мгновенно осмотреть каждый дюйм горы, несмотря на множество ограничений.
Сложное выражение появилось на лице Ханли, когда он оценил эту гору, которая была одновременно очень знакомой, но и совершенно чуждой ему. Видя, что гора Куньву больше не является тем местом, которым она когда-то была, ей нет необходимости продолжать существовать. «Позвольте мне стереть вас из этого царства», — вздохнул Ханли, поднимаясь все выше в воздух в виде полосы лазурного света. Мгновение спустя гигантская лазурная рука длиной более 10 000 футов появилась над горой среди всплеска пространственных колебаний, и ладонь рухнула вниз с оглушительным грохотом. Бесчисленные слои ограничений были мгновенно активированы, но им даже не удалось ни в малейшей степени замедлить гигантскую лазурную руку, когда она сравняла гору с землей, оставив на ее месте только чрезвычайно глубокий массивный кратер. Все патрулирующие охранники были поражены, увидев это, и они не могли не задаться вопросом, не во сне ли они. Вскоре после этого некоторые зарождающиеся культиваторы душ, которые были уведомлены о сложившейся ситуации, быстро прибыли на место происшествия. Однако после расследования они не смогли обнаружить ничего, кроме какой-то остаточной духовной силы в этом районе, поэтому они могли уйти только с еще большим количеством вопросов, чем пришли. После этого это событие стало одной из 10 самых невероятных легенд о Великом Цене, и оно обсуждалось бесчисленными культиваторами на протяжении многих последующих лет. Однако со временем эта история начала вымирать, и по прошествии 10 000 лет в некоторых древних томах сохранилось лишь несколько кратких упоминаний о горе Куньву. В этот момент небесный звездный город рассеянных звездных морей был чрезвычайно оживленным и шумным, и бесчисленные лодки разных размеров приближались к нему со всех сторон. В городе собралось бесчисленное множество культиваторов создания фундамента и формирования ядра, и иногда можно было увидеть, как один или два культиватора зарождающейся души летят к вершине Звездного дворца. В этот день исполнилось 2000 лет со дня рождения патриарха Линга, мастера Звездного дворца, и все силы во всех разбросанных звездных морях начали готовить подарки более 10 лет назад. Все это было сделано в попытке успокоить патриарха Линга, чтобы Звездный дворец продолжал защищать их. В полдень несколько десятков культиваторов зарождающейся души собрались в Звездном дворце, и все они с почтительным выражением лица оценивали женщину на главном сиденье. На женщине было роскошное белое платье, а кожа была светлой, как нефрит. Она была чрезвычайно красива, и когда она обвела взглядом зал, все зарождающиеся культиваторы души, на которых упал ее взгляд, немедленно опустили головы в знак уважения. Как единственный культиватор трансформации раннего божества во всех разбросанных звездных морях и хозяин Звездного дворца, этот патриарх Лин заслуживал такого уважения. Как только некоторые служанки принесли духовные фрукты и чай всем культиваторам зарождающейся души, патриарх Лин сказал: «Самое время, давайте начнем церемонию». Кто-то сразу же дал утвердительный ответ, но как раз в тот момент, когда должно было быть официально объявлено о начале церемонии, за пределами зала внезапно раздался мужской голос. «Хе-хе, похоже, я пришел как раз вовремя. Наверняка у тебя найдется немного вина для старого друга, фея Линк». Как только голос затих, Ханли появился за пределами зала, прежде чем войти в комнату со слабой улыбкой. Все присутствующие культиваторы зарождающейся души немедленно обратили свое духовное чувство к нему, только чтобы обнаружить, что он не излучал никаких колебаний духовной силы, как если бы он был простым смертным. Намек на недоумение появился на лице патриарха Лин, когда она услышала этот голос, и, увидев обладательницу голоса, она немедленно удивленно поднялась на ноги и дрожащим голосом сказала: «Как это могло? Как ты мог все еще быть в этом царстве? У меня есть кое-какие дела в этом царстве, поэтому у меня не было выбора, кроме как прийти. Я должен поздравить тебя с достижением стадии трансформации божества после моего ухода, фея Линк», ответил Ханли со слабой улыбкой. «Все, пожалуйста, покиньте зал, я хочу поговорить с этим старым другом наедине», внезапно проинструктировала Лин Юлин холодным голосом. Все зарождающиеся культиваторы душ в зале понятия не имели, что происходит, и этот новоприбывший тоже, но они не посмели возражать и могли только уйти. Таким образом, вскоре в зале остались только Хань Ли и Лин Юлин. После того, как все ушли, Лин Юлин немедленно активировала ограничения в зале, а затем радостно спросила: «Товарищ Даос Хань, ты спустился из царства духов?» Я так и сделал. Однако это долгая история, о которой я могу подробно рассказать вам позже. Прошло много лет с тех пор, как я покинул человеческий мир, так что есть некоторые вещи, о которых я должен спросить тебя, неторопливо ответил Ханли. Будьте уверены, брат Хан, за последние годы я редко выходила за пределы разбросанных звездных морей, но я знаю все, что происходит в человеческом мире, как свои 5 пальцев, сказала Лин Юлин, когда на ее лице появилось сложное выражение. Приятно это слышать. Я не встречал никого из своих прошлых знакомых, кроме тебя, во время этой поездки, и все, о чем я хочу знать, это как мои прошлые знакомые и силы, с которыми я когда-то был связан, сказал Ханли. После этого Ханли пробыл в зале с Лин Юлин полдня, прежде чем ограничение вокруг зала разрушилось, и полоска лазурного света вырвалась наружу. Я надеюсь когда-нибудь снова увидеть тебя в царстве духов, товарищ Даос Лин. После этой прощальной фразы Ханли исчез в далеком небе.
В холле Лин Юлин все еще сидела на стуле, держа в руке нефритовый листок с взволнованным выражением лица. Тем временем небесный звездный город был уже в десятках тысяч километров отсюда, обдумывая то, что только что сказал ему Лин Юлин. Оказалось, что остров, который Наньгун Ван оставила позади в разбросанных звездных морях, стал базой для крупной державы, возглавляемой его учеником Тянь Цинем и несколькими другими их младшими учениками. Технически говоря, члены этой власти были его внуками. В их рядах не было недостатков в формировании ядра и культиваторах зарождающейся души, в том числе в одном из культиваторов зарождающейся души, присутствовавшем на церемонии дня рождения Лин Юлин. Лин Юлин хорошо позаботилась о них в отсутствие Хань Ли, и они развивались гладко, поэтому Хань Ли решил не идти им навстречу. Сама Тянь Цинь много лет назад не смогла преодолеть стадию трансформации своего божества и в результате погибла. К счастью, она заранее подготовилась, что позволило ей сохранить часть своей души, так что все еще оставался шанс, что она сможет перевоплотиться. Что касается Ши Цзяня, его ученика, унаследовавшего учение монарха расхождения душ, он погиб в зарождающейся душе во время битвы с могущественным врагом. Однако до своей смерти он взял нескольких учеников с большими способностями. Таким образом, учение монарха о расхождении душ не только не пришло в упадок, но и в последнее время пережило возрождение. Долина Желтого Клена и секта дрейфующих облаков за последние годы разошлись в совершенно разных направлениях. В то время долина Желтого Клена переживала серьезный кризис, но с тех пор потребовалось несколько чрезвычайно выдающихся учеников, большинство из которых стали зарождающимися культиваторами души. В результате долина Желтого Клена пережила возрождение и теперь стала главной сектой в регионе Небесного Юга. В отличие от этого, у секты дрейфующего облака был огромный фундамент, выкованный для нее Хань Ли, но ее зарождающиеся старейшины души падали один за другим из-за разных обстоятельств. За 1000 лет, прошедших после этого, ни один другой старейшина зарождающейся души не появился в ее рядах, и теперь она превратилась в третьеразрядную секту в горном хребте мечтательных гор. Даже основные старые секты, такие как секта Древнего Меча и Павильон 100 возможностей, в основном были заменены новыми сектами. Хань Ли был поражен чувством смешанных эмоций, услышав обо всем этом, но он ничего не мог сделать, кроме как криво улыбнуться. Глава 2449. Кристаллы эссенции Великого Севера. Полгода спустя Хань Ли стоял возле уединенных руин в народе Юэ Небесного Южного региона, оценивая полуразрушенную каменную стену с задумчивым выражением лица. Развалины явно были заброшены в течение долгого времени, и они изобиловали неухоженными сорняками и кустарниками, а кирпичи были покрыты толстыми слоями темно-зеленого мха. На каменной стене перед Хань Ли остался небольшой серый участок, и на стене был выгравирован уголок иероглифа «Хань». Через некоторое время за спиной Хань Ли внезапно раздался звук шагов, и из-за угла появилась пара с сыном. На вид этой паре было около 30 лет, у мужчины была темная кожа, большие руки и ноги, в то время как у женщины был вид простоватой красоты. Оба они несли корзины, наполненные такими вещами, как благовония, и казались обычной парой. Они оба слегка запнулись при виде Хань Ли, в то время как их сын, которому на вид было 7 или 8 лет, также оценивал Хань Ли с любопытством в своих ярких и очаровательных глазах. Мужчина на мгновение заколебался, прежде чем направиться к Хань Ли со своей женой и сыном. «Приветствую, могу я спросить ваше имя?» Хань Ли стоял спиной к мужчине, но, судя по его одежде, мужчина мог сказать, что Хань Ли был хорошо образованным человеком, и это вызывало чувство уважения у мужчины, который редко покидал деревню. «Я член семьи Хань, и я пришел посетить зал предков старой семьи Хань», ответил Хань Ли, обернувшись, и между ним и этим человеком было очень небольшое сходство. Услышав это, на лице мужчины появился намек на восторг. «Я вижу, ты, должно быть, из другой ветви нашей семьи Хан. Я слышал от своего прадеда, что наша семья Хань была когда-то очень процветающей семьей более 1000 лет назад, и было много людей, возвращавшихся из разных мест, чтобы выразить свое почтение в зале предков, но в последнее время это стало редким явлением. Со временем члены этих ветвей семьи Хань постепенно забудут свои корни, поэтому неудивительно, что все меньше и меньше из них возвращаются, чтобы посетить зал предков. Я должен отдать вам должное за то, что вы остались здесь», — сказал Хань Ли с оттенком одобрения в голосе. «Хе-хе, я слышал от прадеда, что его поколение подумывало об отъезде, но они не могли оставить это место позади. Очевидно, предок нашей семьи Хань стал божеством. Если мы уйдем, это божество не сможет найти нас, если когда-нибудь вернется, поэтому мы решили остаться», — усмехнулся мужчина в ответ. «Божество, да? Хе-хе, я тоже слышал об этом, но эта легенда передавалась из поколения в поколение 1000 лет назад, так что она может не иметь большого доверия», — сказал Хань Ли. «Я не уверен в этом, но это то, что мне говорили все мои старшие. Кроме того, во время прошлой церемонии мой прадед однажды достал ножны божественного меча, который, как говорили, был оставлен нашим божественным предкам, так что я уверен, что в этой истории есть доля правды», — сказал мужчина с улыбкой. «Ножны для меча».
Хань Ли приподнял бровь, услышав это. По какой-то причине этот человек почувствовал, что присутствие Хань Ли очень успокаивает, и он сказал «правильно». По словам моих старших, нам всегда поклонялись в зале предков, и много лет назад они спасли нашу семью Хань от серьезного кризиса. К сожалению, после того, как он был использован в тот единственный раз, меч распался на золотой свет, оставив после себя только ножны. Ножны, похоже, не обладают какими-либо особыми способностями, но, тем не менее, им всегда поклонялись. Я слышал, что наша семья Хань быстро пришла в упадок во время последующего кризиса, поскольку у нас больше не было божественного меча, и это вынудило ее членов разделиться и уехать. Я понимаю. Я не знаю обо всем этом, но семья неизбежно будет испытывать пики и спады. Это ваш сын. Он выглядит очень умным мальчиком. Как его зовут? Беззаботно спросил Ханли, бросив взгляд на маленького мальчика. Мужчине было очень приятно услышать, как Ханли хвалит своего сына, и он подтолкнул сына вперед, сказав: «Хе-хе, это мой третий старший сын Хань Мин. Минер, подойди сюда и поприветствуй своего старшего». Мальчик был очень молод, но совсем не стеснялся и сразу же опустился на колени, прежде чем дважды поклониться Ханли в знак приветствия. Ханли определил, что у мальчика был духовный корень, и, хотя он был всего лишь обычным, это все еще вызывало у Ханли чувство надежды. Хороший мальчик. Учитывая, что мы здесь встретились, у нас должно быть какое-то родство. Вот подарок для вашего сына. Если ему повезет, то, возможно, это будет для него большой возможностью. Даже если это не сработает таким образом, это гарантирует, что он проживет очень долгую жизнь. Сразу же после этого он перевернул руку, чтобы вызвать нефритовый значок, в который он наложил печать заклинания, прежде чем прикрепить к нему красную нитку, а затем надел ее на шею мальчика. Нефритовый значок начал светиться белым светом, а затем внезапно исчез во вспышке вместе с красной нитью. Родители мальчика были поражены, увидев это, и к тому времени, когда они подняли глаза, Ханли уже нигде не было видно. Отец мальчика сразу же прирос к месту, а его жена закричала: «Это был призрак?» В течение следующих нескольких дней слухи о встрече с призраком, пережитой Хань Хейзи и его семьей, распространились по соседним деревням, став хорошей темой для сплетен. Только по прошествии нескольких месяцев все забыли об этом инциденте. Однако через несколько месяцев после этого Хань Мин непреднамеренно открыл тайну нефритового значка и внезапно покинул свой дом. Несколько лет спустя он смог использовать силу значка, чтобы стать учеником старейшины стадии зарождающейся души секты дрейфующего облака. Оттуда он стал чрезвычайно известным земледельцем, и в результате семья Хань пережила еще одно возрождение. Окраины долины падения дьявола когда-то были оживленным и шумным местом, но по мере того, как запасы спиртных лекарств там сокращались, оно превратилось в пустынное место, куда никто не хотел заходить. Однако в этот день лазурная тень проигнорировала все остаточные ограничения внутри долины и полетела прямо в нее. Полдня спустя в долине дьявольского водопада внезапно раздался оглушительный грохот, заставивший близлежащую местность сильно задрожать. Сразу же после этого полоска лазурного света выстрелила, прежде чем исчезнуть вдалеке всего после нескольких вспышек. Такое массовое волнение, естественно, насторожило все близлежащие секты, и ученики были немедленно отправлены на расследование. В результате все были ошеломлены, обнаружив, что гора, отделявшая внутреннюю и внешнюю долину, исчезла, и на ее пути остался только гигантский кратер с пучками серебристого света, вырывающимися из земли. Свет сущности Великого Севера. Некоторые из наиболее знающих и опытных культиваторов сразу же распознали этот свет, и многие из них поспешно вошли в гигантский кратер, чтобы попытаться собрать несколько кристаллов сущности Великого Севера. К сожалению, даже после того, как они сотни раз прочесали кратер, они смогли найти только около дюжины таких кристаллов, и в результате между этими культиваторами возник значительный конфликт. Тот, кто был ответственен за все это, естественно, был никто иной, как Ханли. Он раскопал кристаллы сущности Великого Севера под долиной падения дьявола, затем прибыл в уединенную пещеру неподалеку, прежде чем создать чрезвычайно сложное образование. И ему больше не нужно было оставаться в человеческом мире, поэтому он готовился вернуться в царство духов. Однако из-за того, что ему пришлось вернуться с кристаллами сущности Великого Севера, это было сложнее, чем когда он вознесся, поэтому у него не было выбора, кроме как использовать формацию. Несколько часов спустя формирование было, наконец, завершено. Хань Ли сел в центре формации и сделал ручную печать, на которой из его тела вылетел гигантский пятицветный диск. Вся формация немедленно начала непрерывно гудеть, и вспышки духовного света вырвались из нее, чтобы затопить все тело Хань Ли. Мгновение спустя в пещере раздался грохочущий грохот, и с небес вырвался толстый столб белого света, исчезнувший только после того, как он достиг высоты более 100 000 футов. В то же время Хань Ли внезапно превратился обратно в человека в синей мантии, который рухнул на строй и снова совершенно затих. В секретной комнате Дворца Лазурного Происхождения Хань Ли внезапно открыл глаза,
и на футоне перед ним без всякого предупреждения появился желтый браслет для хранения. Довольное выражение появилось на лице Ханли, когда он увидел этот браслет для хранения. С помощью этих кристаллов сущности Великого Севера он, наконец, сможет завершить интегрированные 5 экстремальных гор. Это, в дополнение к таблетке истинной души, дало бы ему очень хороший шанс преодолеть скорбь Вознесения. Конечно, в качестве меры предосторожности он должен был овладеть третьей стадией техники очищения духа, а также использовать свое обширное телосложение духовного даа, чтобы овладеть искусствами происхождения очищения органов и другими искусствами культивирования бессмертных. Как только все это будет сделано, он будет готов к своей скорби. Имея это в виду, намек на неудержимое волнение поднялся в сердце Ханли. Глава 2450. Испытание Вознесения. 8000 лет были невообразимо долгим периодом времени для смертного, но для древних истинных духов, которые погружались в сон на тысячи лет за раз, это было не более чем мгновение ика. 8000 лет спустя человеческая раса стала первоклассной державой на континенте Тянь-Юань. В этот день бесчисленное множество смертных собрались на улицах всех человеческих городов, что-то обсуждая между собой с возбужденными выражениями лиц. Улицы также патрулировали вооруженные охранники, а небо патрулировали группы земледельцев. Все города на окраинах человеческой территории активировали все свои ограничения, и огромные летающие сокровища, нагруженные бронированными воинами, поднялись в воздух. Это было так, как будто вся человеческая раса готовилась к войне. На вершине массивной горы в десятках тысяч километров от города сидели друг напротив друга 3 чужеземных существа великой стадии Вознесения. Одним из них был дородный мужчина в одежде из пятицветной звериной кожи, который глотал вино большими глотками, и к нему присоединился молодой человек в белом с бледным лицом, а также сильно помятый пожилой мужчина в зеленом. Спустя долгое время дородный мужчина внезапно спросил: «Небесный Господь Би, самое время, не так ли?» Лучшее время для преодоления скорби Вознесения — это полдень, когда энергия Ян наиболее обильна. Это самое могущественное существо в царстве духов, о котором мы здесь говорим, так что он определенно знает об этом. Просто наберитесь терпения и подождите еще немного, ответил пожилой мужчина в зеленом, открывая глаза. Это правда. В такой непосредственной близости нет никакого способа, чтобы мы не были предупреждены, как только начнется скорбь. Прошло бесчисленное количество лет с тех пор, как кто-то пытался пережить скорбь Вознесения. Я немного волнуюсь, просто думая об этом, сказал дородный мужчина с улыбкой. Я не могу вспомнить, когда кто-то из царства духов в последний раз успешно преодолевал скорбь Вознесения. Я могу только вспомнить, что это произошло очень-очень давно. Я должен сказать, что этот небесный хан зенита человеческой расы очень храбр, потому что не пытается сохранить в тайне свою трансцендентность скорби. В прошлом все, кто пытался пережить такие несчастья, всегда делали это в тайне, опасаясь, что их раскроют, сказал молодой человек в белом с оттенком восхищения в голосе. За эти последние годы многие из наших старых знакомых исчезли. Должно быть, было немало тех, кто пытался тайно преодолеть трансцендентность скорби. Видя, что никто из нас не обнаружил этих попыток бедствия, они, должно быть, все погибли, вздохнул пожилой мужчина. Все мы изо всех сил подавляем свою магическую силу, опасаясь слишком рано навлечь на себя небесную скорбь, и все же этот небесный хан Зенита предпринимает попытку скорби спустя не более 10 тысяч лет в качестве существа великой стадии Вознесения. Я также очень восхищаюсь его мужеством. Кстати, товарищ Даосист Би, я слышал, что вы встречались с небесным владыкой ханом несколько тысяч лет назад. Что он за человек? Спросил дородный мужчина. У меня не было возможности когда-либо встретиться с коллегой Даосом ханом, поэтому мне также очень интересно услышать ваш ответ, вмешался молодой человек в белом одеянии с заинтригованным выражением лица. Я действительно встречался с коллегой Даосом ханом несколько тысяч лет назад, но я не могу подобрать слов, чтобы описать его, ответил пожилой мужчина, слегка нахмурив брови после короткого колебания. Тогда на что были похожи его способности? Конечно, вы могли бы сделать такой вывод, сказал молодой человек в белом. Я могу только сказать, что он чрезвычайно силен. Я не пытался втянуть его в бой, но я уверен, что даже 3 или 4 из меня вместе взятых определенно не смогли бы ему противостоять, ответил пожилой мужчина с серьезным выражением лица. Что? Конечно, ты шутишь, небесный лорд Би. Как он мог победить 3 или 4 из вас сразу? Мы знакомы очень давно, и мы очень хорошо знакомы с вашими способностями, воскликнул молодой человек в белом, недоверчиво покачав головой. Дородный мужчина тоже отнесся к этому очень скептически. Я бы не стал шутить о чем-то подобном. Если бы у вас двоих была возможность встретиться с ним, вы бы знали, почему я делаю такую оценку. Если отбросить все остальное, один его взгляд поразил меня леденящим душу ощущением. Это явный признак того, что его духовное чувство в несколько раз сильнее моего собственного, ответил пожилой мужчина с кривой улыбкой. Молодой человек в белом и дородный мужчина не могли не обменяться недоуменными взглядами, услышав это. В любом случае, это хорошая новость.
Чем могущественнее Даос Хань, тем больше шансов, что он успешно преодолеет это бедствие. Если это произойдет, энергетические колебания из истинного царства бессмертных будут исходить из прохода, который открывает истинное царство бессмертных. Все могущественные существа во всем царстве должны быть способны почувствовать это, и если мы сможем достичь просветления, погрузившись в эти энергетические колебания, мы обязательно получим огромную пользу. Мы находимся в очень непосредственной близости от собрата до ассиста Хана, поэтому мы должны быть в состоянии более четко ощущать эти энергетические колебания, сказал дородный мужчина, возвращаясь к спокойному выражению лица. Хе-хе, если бы это было не так, мы бы не стали утруждать себя тем, чтобы проделать весь этот путь сюда, усмехнулся в ответ молодой человек в белом. Таким образом, они втроем поговорили еще некоторое время, прежде чем снова замолчать. Подобные сцены происходили и в нескольких других местах за пределами гигантского города. На человеческой территории собралось поразительное количество существ великой стадии Вознесения, и многие из них были старыми монстрами, которые постоянно находились в уединении и должны были изо всех сил подавлять свою магическую силу, прежде чем осмелились выйти. На окраине некоего пустынного острова в бескрайнем море мужчина и женщина стояли рядом друг с другом. Эта женщина была ледяной душой феи, и ее сопровождал мужчина в парчевом одеянии с замечательным характером. Должен быть очень хороший шанс, что брат Хань преуспеет в своем преодолении скорби. Я уверен, что мы получим огромную пользу, став свидетелями такого зрелища с такого близкого расстояния, товарищ Даос Хуцзюнь, сказала ледяная душа феи. Действительно. Если бы не таблетки, которые вышли из Дворца Лазурного Происхождения, я бы ни за что не смог достичь великой стадии Вознесения, и теперь я снова пользуюсь небесным зенитом Хань, ответил человек по имени Хуцзюнь с оттенком восхищения в голосе. Он был новой великой ступенью Вознесения, появившейся в человеческой расе за последние 1000 лет. Что касается Мо Цзиньли, то он погиб во время Великой Небесной Скорби несколько сотен лет назад. На другой стороне острова было около дюжины культиваторов, стоящих перед гигантским черным ковчегом, среди которых было 3 потрясающих красавицы, которые с торжественным выражением лица смотрели в центр острова. Этими 3 были никто иные, как Наньгун Ван, Юанья и Серебряная Луна. Вскоре после того, как фрагмент души Хань Ли вернулся из человеческого мира, Юанья и Янь Ли вернулись к человеческой расе, где они переехали в боковой дворец на острове Интеграции Происхождения. Что касается Серебряной Луны, то она освободилась от проклятия своего искусства безразличия и достигла великой стадии Вознесения более 1000 лет назад. За этими 3 женщинами стояли Ледяной Феникс и прямые ученики Хань Ли. За последние несколько тысяч лет все ученики Хань Ли достигли стадии интеграции тела. Что касается того, смогут ли они достичь стадии Великого Вознесения, это зависело от них. Ледяной Феникс, Наньгун Ван и Юанья были на пороге Великой стадии Вознесения, и с ее телосложением Ледяного Феникса у Ледяного Феникса, по-видимому, было бы гораздо больше шансов достичь Великой стадии Вознесения, чем у других. Это были самые близкие Хань Ли люди, и они очень доверяли ему, но все равно не могли не беспокоиться. Высоко в небе, примерно в 10 тысячах километрах отсюда, молодая женщина в черном платье стояла на черной птице, глядя в направлении пустынного острова со сложным выражением лица. Рядом с ней стоял монарх Черного Феникса, и на ее лице было сочувственное выражение, когда она сказала: «Даэр, если ты действительно хочешь попрощаться со старшим ханом, то почему бы тебе не пойти к нему? Не превращайте это в длительное сожаление, которое может повлиять на ваше психическое состояние». Все в порядке. Брат Хань всегда видел во мне младшую сестру, а старшая сестра Наньгун и другие уже там, так что мне нет необходимости бросаться в это дело. Я просто буду наблюдать за его вознесением издалека, спокойно ответил Даэр. Монарх Черного Феникса мог только слабо вздохнуть в ответ. В центре гигантского образования, которое было создано в центре острова, Хань Ли, Дао Се, Мо Гуан и Хо Сюзи собрались вместе, глядя в небо. Пятицветное облако, которое охватывало практически весь остров внизу, медленно обретало форму в небе, и хотя оно расширялось очень медленно, увеличение его массы все еще было заметно. Похоже, тебе скоро придется преодолеть свою скорбь вознесения, товарищ Даос Хань. С твоими способностями, я уверен, ты сможешь с легкостью преодолеть это несчастье, сказал Мо Гуан со слабой улыбкой. Ты слишком высокого мнения обо мне, брат Мо Гуан. Бесчисленные существа Великой стадии Вознесения погибли на этом препятствии. Я, конечно, не могу относиться к этой скорби легкомысленно, ответил Хань Ли. Хе-хе, это может относиться ко всем остальным, но вы освоили 3-ю стадию техники очищения духа и искусства происхождения очищения органов. Даже средний бессмертный, скорее всего, не подходит вам. Если бы вы снова столкнулись с Маляном в вашем нынешнем состоянии, вы могли бы легко убить его. На самом деле я очень заинтригован. Ваши способности явно не такие уж исключительные, но вы смогли развить эти бессмертные способности в ошеломляющей степени. Должен сказать, я никогда не видел никого похожего на тебя, задумчиво произнес Хо Сюзи. Возможно, я от природы подхожу для совершенствования этих бессмертных техник, с улыбкой ответил Хань Ли. Даос Се внезапно вмешался.
Пожалуйста, не забывайте об обещании, которое вы дали мне, как только подниметесь в истинное царство бессмертных, мастер. Ты восстановил свои воспоминания и принял меня как своего учителя, так что я обязательно выполню свое обещание», — ответил Хань Ли с серьезным выражением лица. Глава 2451. Вознесение. Таковы были желания моего бывшего учителя, и у тебя будет шанс исполнить их только после того, как ты вознесешься, кивнув, ответил Даос Се. Прямо в этот момент пятицветное облако в небе стало чрезвычайно огромным, и от него исходила неописуемо тяжелая аура. «Пожалуйста, не подходите, товарищи даосы, я собираюсь преодолеть свою скорбь», сказал Хань Ли, глядя в небо прищуренными глазами. Мо Гуан и другие, естественно, не возражали против этого, и они немедленно улетели от Хань Ли. В то же время Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, чтобы освободить Цзинь Туна, который также улетел в мгновение ока. После этого он сел со спокойным выражением лица. Вскоре Мо Гуан и остальные появились на другой стороне острова, где они остановились, прежде чем повернуться лицом к центру острова издалека. Внезапно раздался взрыв громкого грохота, и в пятицветном облаке появилась гигантская черная дыра, за которой последовал порыв серого ветра. Поначалу порыв ветра был совершенно ничем не примечателен, но как только он покинул черную дыру, он обрушился сверху в виде моря свирепого ветра. «Это небесный астральный ветер. Похоже, скорбь вознесения вот-вот наступит», сказал Хосюзи со слабой улыбкой. Этот небесный астральный ветер довольно грозен, но товарищ Даос Хань уже подготовил контрмеры против него, так что ему нечего бояться, неторопливо ответил Мо Гуан. Как только его голос затих, в центре острова расцвел лазурный цветок лотоса. Первоначально он был размером всего с дом, но вскоре увеличился до нескольких акров, прежде чем выпустить бесчисленные полосы лазурного меча, которые прорезали близлежащее пространство. Смертоносные небесные астральные ветры спустились сверху, но цветок лазурного лотоса оставался совершенно непоколебимым, защищая Хань Ли внутри себя. Шторм небесного астрального ветра длился несколько часов, и если бы на месте Хань Ли был обычный культиватор стадии Великого Вознесения, один этот шторм уничтожил бы большую часть их магической силы, сделав невозможным для них преодолеть остальную часть скорби. Однако для Хань Ли это была едва ли разминка. Внезапно свирепые ветры, хлынувшие из черной дыры, наконец прекратились, но их тут же сменила обжигающая волна жары. Сразу же после этого по краю черной дыры появилось бесчисленное множество алых рун размером с ладонь, и на каждой из них вспыхивали золотые узоры. Раздалась череда глухих ударов, когда эти руны быстро взорвались шарами малинового света, а затем обрушились сверху в виде бурелавы, окрасив при этом все небо в малиновый цвет. Необитаемый остров был чрезвычайно массивным, и те, кто находился на окраине острова, были расположены очень далеко от Ханли, но они все еще могли чувствовать обжигающие волны тепла, приближающиеся к ним издалека, побуждая их высвободить защитное сокровище, чтобы защитить себя. Священный ковчег чернильного духа также содрогнулся, прежде чем выпустить барьер черного света, чтобы защитить всех на ковчеге. Намек на беспокойство промелькнуло в глазах Наньгун Ван и остальных, когда они увидели это. Они уже изо всех сил пытались противостоять тепловым волнам с такого расстояния. Условия должны были быть более чем в 100 раз хуже для Ханли. Что их еще больше беспокоило, так это то, что небесная скорбь только началась. Внезапно из огромного цветка лотоса вылетела гигантская серебряная птица. Первоначально птица была размером всего в несколько десятков футов, но она смогла полностью игнорировать бурю лавы, так как все ее перья приобрели слабый золотистый оттенок. В то же время он увеличился до размеров более 10 тысяч футов, высвободив при этом взрыв ледниковой энергии, превратив всю территорию в радиусе 1000 километров в мир ледникового льда. 3 дня и 3 ночи спустя с небес посыпались всевозможные бедствия, но Хань Ли с легкостью смог их свести на нет. В этот момент весь остров уже был разрушен, и оставалось только легкое образование, которое поддерживало цветы лазурного лотоса снизу. Ближайшая поверхность моря также опустилась на несколько десятков футов, и одна половина была полностью заморожена, в то время как другая представляла собой мир раскаленной лавы. Кроме ледяной души, серебряной луны и нескольких других существ великой стадии Вознесения, все остальные отступили еще дальше. Как только черная дыра в небе исчезла, в пятицветном облаке начали появляться шары фиолетовых молний, и, наконец, пришла страшная молниеносная скорбь. Однако Хань Ли уже был готов к этому, и он поднял руку в воздух, на которой над лазурным цветком лотоса появилась небольшая серая гора, прежде чем мгновенно увеличиться до более чем 100 тысяч футов в высоту. Затем из горы во всех направлениях распространилась серия серых ореолов, и с каждым ореолом, через который проносилась пурпурно-золотая молния, сила молнии немного уменьшалась. Эти ореолы были пропитаны какой-то силой закона, которая специально подавляла силу небесной молнии. Некоторые из вспышек пурпурно-золотых молний даже не долетели до Ханли, прежде чем ореолы стерли их с лица земли. Однако оставшиеся молнии смогли пройти прямо сквозь гигантскую серую гору, как будто это была не более чем иллюзия.
Вспышка пронзительного синего света вспыхнула в глазах Хань Ли, когда он увидел это, и он немедленно поднялся на ноги. Затем в цветке лазурного лотоса появилась всемогущая дьявольская проекция с 3 головами и 6 руками, прежде чем сделать движение, чтобы призвать массивный темно-зеленый меч. Однако проекция не обратила внимания на меч, как на плотный золотой световой барьер над ним, и она сжала свои 6 рук в крепкие кулаки, прежде чем устремиться к небесам. Раздалась череда оглушительных взрывов, когда гигантский золотой вихрь появился над дьявольской проекцией, прежде чем выпустить взрыв страшной силы. Эта сила воздействовала на приближающиеся молнии пурпурно-золотистого цвета, и большая ее часть была втянута в вихрь в мгновение ока. Маленькая оставшаяся молния ударила в золотой световой барьер над дьявольской проекцией, заставив его сильно задрожать, но не смогла пробиться. Это была бессмертная секретная техника, астральный барьер происхождения, которую культивировал Хань Ли. Пурпурно-золотистая молния непрерывно падала более часа, прежде чем стихла, но затем в небе появилась серия пурпурно-золотых проекций дракона. Они одновременно открыли рты, и с небес обрушились шары молний размером с дом. Раздался оглушительный грохот, когда световой барьер над дьявольской проекцией, наконец, распался вместе с дюжиной или около того пурпурно-золотых молниеносных драконов. Затем пятицветное облако наверху расступилось, а раскаты грома стихли, и гигантское невыразительное лицо, появившееся в небе, тоже начало расплываться. Вспышка пронзительного фиолетового света вспыхнула позади гигантского лица, и длинная белая трещина медленно открылась. Это врата в истинное царство бессмертных. К этому моменту Хань Ли уже израсходовал большую часть своей магической силы, но он был в восторге, когда вернулся в свою человеческую форму. Он посмотрел на белую трещину с неудержимым возбуждением в глазах, и прямо в этот момент гигантское лицо, которое почти полностью исчезло, внезапно снова открыло рот. Раздался громкий раскат грома, и сверху обрушилась вспышка радужной молнии, пронзив гигантский цветок лотоса и в мгновение ока достигнув Хань Ли. Это сильно напугало Хань Ли, и он поспешно потер руки, прежде чем поднять их, чтобы выпустить вспышку золотой молнии. Сразу же после этого он взмахнул своим темно-зеленым деревянным мечом в воздухе, чтобы выпустить зеленую проекцию меча. Оглушительный грохот пронесся по всему небу, и вспышка сверкающего света, которая осветила практически все море, появилась над Хань Ли, прежде чем быстро была уничтожена вспышками колебаний закона. Хань Ли, спотыкаясь, вышел на открытое место, и его лицо стало очень бледным. Все его тело было обуглено до черноты, а деревянный меч в его руке сломался пополам. Хань Ли посмотрел вниз на то, что осталось от его деревянного меча, затем поднял глаза на гигантское лицо в небе, и, обнаружив, что на этот раз оно действительно исчезло, он, наконец, испустил долгий вздох облегчения. Рядом с ним среди всплеска пространственных колебаний появилось образование черного света, и одновременно появились Мо Гуан, Хо Сюзи, Дао Се и Цзинь Тун. «Хе-хе, поздравляю тебя с преодолением твоей скорби, брат Хан, скоро ты сможешь подняться в истинное царство бессмертных». «Действительно, я наконец преодолел свою скорбь вознесения и собираюсь стать бессмертным», пробормотал Хань Ли в состоянии, похожем на транс. Слабая улыбка появилась на лице Мо Гуана, и он как раз собирался сказать что-то еще, когда ослепительный свет вырвался из белого разлома в небе, после чего белый столб света опустился, чтобы мгновенно окутать Хань Ли и остальных. Столб света начал вращаться, и бесчисленные золотые руны в бешенстве вырвались наружу. В то же самое время взрыв удушающих колебаний закона из истинного царства бессмертных распространился во всех направлениях, мгновенно охватив каждый уголок всего царства духов. Все существа великой стадии Вознесения были в восторге, почувствовав эти колебания, и они немедленно закрыли глаза, чтобы погрузиться в это. Мо Гуан и Хо Сюзи также обменялись восторженными взглядами, увидев это, и первый исчез в теле Хань Ли в виде вспышки черной ци, в то время как второй взлетел вверх по рукаву Хань Ли в виде малинового огненного шара. Дао Се и Цзинь Тун были бессмертной марионеткой и духовным зверем Хань Ли соответственно, поэтому им, естественно, не нужно было бояться этого столба света, и они также исчезли в браслете духовного зверя на запястье Хань Ли. В этот момент в далеком небе появилось около дюжины полос света, прежде чем приблизиться к Хань Ли так быстро, как только могли, но было уже слишком поздно. Хань Ли лишь мельком увидел напряженное выражение лица Наньгун Ван в одной из полос света, прежде чем его тело стало совершенно невесомым, и бесчисленные золотые руны окружили его, унося вверх к белому разлому вдоль столба света. В тот момент, когда он вошел в расщелину, все тело Хань Ли напряглось, и он сразу же потерял сознание. Спустя неопределенное время Хань Ли открыл глаза, когда по всему его телу разлилось ощущение прохлады, и его приветствовал незнакомый красивый молодой человек, который улыбнулся, обнажив ряд безупречно белых зубов, и сказал: «Я Гаошен, и я приветствую вас в Северном Ледниковом Бессмертном регионе».